Привет, друзья, с вами Михалыч, а в этом видео я поделюсь с вами рабочими хитростями электриков, которые помогут упростить вам работу при прокладывании проводки и также ускорят сам процесс. А также у меня на канале много интересных и полезных идей на строительную тематику. Заходите, смотрите, подписывайтесь, чтобы не потерять мой канал, так как впереди вас ждет еще много чего интересного. Ну и первая хитрость касается прокладывания кабеля. А именно перед тем, как его проложить, вам нужно будет бухту размотать. И вот чтобы провод при разматывании не путался, не заплетался, берете обычную изоленту, не распаковывая бухту от стяжек, обвязывайте ее изолентой, делая своеобразный треугольник, хватит с каждой стороны по 2 витка. Теперь разрезаете стяжку и вытягиваете сам кабель через центр треугольника. Таким образом бухта кабеля будет держать форму до последнего ряда и не будет запутываться. Ну и конечно же, после вытягивания кабеля нам нужно отрезать его по размеру. Использовать рулетку либо растягивать кабель по всему дому это неудобно, поэтому для вас еще одна хитрость. На ровной твердой поверхности наносите при помощи карандаша либо же маркера разметку. А именно, по рулетке отмеряйте 1,50 см. Мелкие размеры нам абсолютно не нужны, так как проводя кабель, нужно всегда давать запас. И лучше всего отрезать кабель кратно полуметру. Для разметки не обязательно использовать пол, можно взять доску чуть больше метра и нанести такую разметку, либо же на стене, все очень просто. Ну а после того, как кабель отрезан, его нужно протянуть в гофру. Для многих это очень тяжелый процесс, потому что в основном, кто впервые с этим сталкиваются, а может и не впервые, стараются протянуть кабель в гофру, а нужно сделать наоборот, надеть гофру на кабель, потому что это намного легче. Сами посудите. На протяжку 9 метра кабеля в гофру у меня ушли считанные секунды, а все потому, что я гофру натягивал на кабель. Для этого сначала соединяете проволокой из гофры кабель, вторую часть проволоки приматываете к неподвижной поверхности, растягиваете в длину кабель и гофру, затем берете гофру и быстро натягиваете на кабель. Если не знали эту хитрость, обязательно поставьте лайк под этим видео, чтобы не потерять его. Оно всегда будет у вас понравившихся. Гофру надели, теперь нужно кабель зачистить. Обычным канцелярским ножом это делать неудобно, так как в любом случае вы при зачистке кабеля прорежете до обмотки. А это уже небезопасно, придется либо изолентой заматывать, либо по новой кабель зачищать. Поэтому я предлагаю вам сделать вот такую простейшую приспособу. Для этого вам потребуется обычная деревянная прищепка и самая простая стружилка для карандашей. Сначала откручиваем лезвие от стружилки, прикладываем к прищепке, точно так как я показываю на видео, и делаем выпуск лезвия чуть больше миллиметра. Этого будет достаточно, чтобы снять защитный слой и не повредить сами провода. Затем тонким сверлышком делаем отверстие под тот же саморез, который был вкручен в стружилку. Аккуратно закручиваем его, чтобы он не прокрутился в дереве. Для этого лучше использовать ручную отвертку вместо шуруповерта. И обратите внимание, как чисто работает данный съемник изоляции. Ни один из кабелей не поврежден, и можно дальше осуществлять монтаж электрики. Но для того, чтобы правильно разметить подрозетники, нужна специальная приспособа, которая стоит немалых денег, но вам она не пригодится, так как можно из обычного уровня сделать такую же удобную приспособу для разметки подрозетников, если вы собираетесь их устанавливать группами по 4 штуки. Для этого собираем между собой 4 подрозетника, переворачиваем их на обратную сторону и видим, что на каждой из них четко по центру подрозетника есть небольшая выпуклость. Прикладываем уровень к подрозетникам и напротив каждой этой выпуклости ставим на нижней части уровня отметку. Тем самым размечаем центра подрозетников. Затем снизу переносим их на боковую часть уровня и приступаем к разметке подрозетников. Для этого в том месте, где вы собираетесь ставить группу из розеток, прикладываете данный уровень. В моем случае на уровне мелкими точками отмечены центра, а высокими полосами обозначены границы каждого подрозетника, так как я выставлял подрозетники различных групп 2, 3 и 4. Выставляем 0, проводим горизонтальную линию, а затем каждую из точек переносим на стену. И вот таким образом мы получаем точные центра для высверливания отверстий под подрозетники. Ну и последняя хитрость касается самого высверливания под подрозетники. Казалось, что здесь такого? Покупаем победитовую либо же алмазную коронку и сверлим себе отверстие. Но это подходит только для газоблочного строительства. Если же у вас стены из кирпича, как в моем случае, то победитовую коронку мы даже не рассматриваем. Она сверлит медленно и не очень качественно. Для кирпича и для бетонных стен лучше использовать алмазные коронки. Но они без применения данной хитрости сверлят очень медленно. А это связано с тем, что алмазной коронкой можно только сверлить отверстия, ни в коем случае на перфораторе нельзя включать бой, потому как вы быстро убьете коронку.
и поэтому она делает отверстие очень медленно, так как победитовое сверло очень медленно, без включенного режима с боем, вгрызается в стену. Для этого делаем следующим образом. Берем победитовое свердло для перфоратора такого же размера, как в коронке, либо же больше, сверлим предварительно отверстие на нужную нам глубину, даже можем немножко больше. Затем эти отверстия у нас служат как направляющие для сверла, которое находится в коронке. Приставляем, включаем на перфораторе сверление, и коронка просто как бешеная вгрызается в кирпичную стену. Причем, что кирпич у меня качественный, 200-й марки. А на сверление отверстия для одного подрозетника, применяя данный способ, у меня уходит около 10-15 секунд. Но если предварительно отверстие не бурить, то тогда сверлить алмазной коронкой вы будете около 2 минут. А это очень замедляет работу. Поэтому, друзья, если вам эти хитрости понравились и были полезны, обязательно поставьте лайк. И не забудьте подписаться на мой канал, так как я для вас припас еще много интересных идей и хитростей, касающихся выполнения строительных работ. А на этом у меня все. Желаю вам удачного дня и до встречи в новых видео. Пока!